Каждый раз убеждаюсь, чем проще еда, тем она вкуснее и полезнее. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Сегодня вкуснейшее блюдо. Поехали! Сковородку на огонь. У меня это будет сотейник, в котором можно сразу и жарить, и тушить, и все что угодно. Сюда хорошую ложку смальца. Можно заменить на растительное масло. Пусть здесь себе греется. Беру кусочек мяса. У меня здесь граммов 500-600. И нарезаю на кусочки. А помельче, чтобы быстрее протушилось. Вот так будет в самый раз. У меня телятина, можно, конечно же, и говядину, и свинину, вкусно совсем. Это просто вкусно. И даже, мне кажется, дело не в мясе, а в каше, которая будет потом готовиться. Когда сковорода нагрелась, выкладываю в нее мясо. И обжариваю с двух сторон до румяной корочки. Нагрев под сковородой максимальный. Мясо нужно запечатать, чтобы все соки сохранились внутри. Пока мясо обжаривается, я нарежу лук. Понадобится таких 2 крупненьких луковицы. Нарезаю на мелкий кубик. Какая вкуснятина будет! Следим за мясом. Когда мяско красиво подрумянилось, стало вкусно пахнуть. Ой, друзья, сколько вкуса в этой сковороде собралось. Добавляю лук. На лук немного соли. Перемешиваю и обжариваю все вместе, пока лук не станет прозрачным. Что может быть вкуснее этого запаха жареного мяса с луком, да? Это точно. Это вообще класс. У тебя глаза искрились. Так это ж вкусно! Сейчас также берем 2 таких средненьких моркови и натираю на терке по-корейски. Можно нарезать на брусочки, можно натереть и на обычной терке. Тут уже кому как больше нравится. На вкус это не повлияет. Через несколько минут, когда лук уже стал прозрачным, даже немножко подрумянивается, можно добавлять морковь. Друзья, у меня морковь не сильно сладкая, поэтому 2 штучки. Если сладенькая, то лучше в половину меньше, чтобы блюдо не получилось десертным. Снова перемешиваю и обжариваю несколько минут все вместе. Я уже предвкушаю, как это будет вкусно. Ведь правду говорят, все гениальное просто. Покажи, что здесь в нашей сковородке. Посмотрите, друзья мои, сколько здесь вкусняшек. Прижарочков, пригарочков. Вот эти вот стеночки, это все даст такой вкус нашей обычной пшеничной каши. Ну, конечно, мясо тоже играет тут свою роль. Не будем скромничать. На этом этапе добавляю воду, так, чтобы покрыло мясо. Его нужно хорошо-хорошо потушить. Чтобы был ароматно, конечно же, добавим соли. Сразу лавровый лист 1 небольшой, несколько горошин душистого перцев и черный перец молотый. Оно уже аппетитно. Конечно. Конечно же, Сережка. Перемешаю. Сейчас по мере нагревания будут растворяться прижарки и получится обалденная подливка. Накрываю крышкой и довожу до кипения. Когда содержимое сотейника хорошо закипело, накрываю крышкой плотненько и делаю самый минимальный нагрев, чтобы только так булькало. И тушу до готовности мяса, чтобы все хорошо объединилось, мясо приготовилось, и продвинемся дальше. Когда мясо хорошо протушилось, приготовилось, можно заняться кашей. В одном из видео спрашивали, что это у меня за кашка собачья. Пшеничная, друзья, обожаю ее. Хотя таким способом готовлю и булгур, и гречку, и рис, все, что есть. 300 граммов каши нужно хорошо-хорошо промыть. Так, чтобы она аж скрипела от чистоты. Видно, да, какая водичка белая? Это видно. Вот, это мы все смываем. И лишний мусор какой, и лишнюю муку. Снова мою. Немножко так перетираю ее. И так проделываю 3-4 раза. Кашка становится такая яркая и аж хрустящая. Такое впечатление, что она... Ну, я не знаю, как это объяснить. Это руки чувствуют. Все, друзья, достаточно. Опа. Наше мясо смотрим. Пахнет просто обалденно. Сейчас посмотрим, приготовилось ли оно.
Ой, видно, да? Видно, видно. Мягюсенькая, мягюсенькая. Еще, конечно же, попробую на соль. Подливка должна быть солонее, чем по нашему вкусу. Ой, какая она вкусная. Еще добавляю соли. Чайную ложечку. Каша на себя потянет. И будет как раз по вкусу. И выкладываю кашу сверху. Стараюсь распределить ее по всей сковороде. Даже можно вот так вот ложкой. Ничего перемешивать не нужно. Добавляю еще примерно полстакана водички, чтобы покрыла хорошо кашу. На полсантиметра примерно. Вот так вот. Плотно накрываю крышкой и довожу до кипения. Давай. Ой, вся в одуванчиках. Как только начала закипать, видно, да? Накрываю снова крышкой и делаю минимальный нагрев, чтобы кашка только томилась. Все. 20 минут можем заниматься своими делами. На стол можем накрыть. Это будет, конечно же, друзья, ферментированные или квашеные овощи. Хочу сказать из своего личного опыта, что, слава богу, с моим желудком, кишечником все отлично, что бы я ни ела и когда бы я ни ела, потому что я часто употребляю квашеные овощи. Почитайте об этом, очень много литературы. Наши бабушки всегда квасили бочками и арбузы, и капусту, и что только не квасили, и помидоры, потому что знали, что в этом здоровье. Вот так вот, друзья. Беру тарелку и сейчас тебе покажу, что у меня есть. Капуста, моя любимая, с куркумой, с ягодами. Опа. Вот такая вот красоточка. Также у меня есть квашеная свекла. Где это здесь, моя свеколочка? Ценнейший продукт, друзья, хочу вам сказать. Во, хрустящая, кисленькая, полезная и вкусная. На, Сережка, давай, давай. Благодарю. Ну а ты насыпай. Через 20 минут открываю крышку. Хотя, друзья, лучше этого не делать. И смотрю, что у меня здесь. Ложечкой. О, прекрасно, жидкость вся выпарилась. Не видно ничего, да? Прекрасно. Снова крышку сверху. Выключаю нагрев и даю каше настояться еще минут 20. Пусть она хорошенечко упарится, а лучше ее еще в одеялко укутать или хотя бы сверху полотенцем. Тогда кашка получится просто шикарная. О, Лаки подтверждает. Ждешь? Ждешь каши? Так, все, иди, дружище, иди. Вредина. Все. А-та-та! А-та-та! Принеси, давай. Молодец, хороший мальчик, молодец. Принес миску, на тебе в миску еду. Молодец. Все, друзья, уже все настоялось, все настоялось и настоялось, уже есть хочется. Смотрим, что у нас здесь. Опа. Класс. Но это ж еще не все. Сейчас берем ложку и перемешиваем. Посмотрите, какая красота. А какая это вкуснота. Посмотрите, какая каша получается. Она вся открыта и в то же время даже немножко рассыпчатая. Ну, не такая, не клейкая. А как это все вместе вкусно. Все, накладываем. Ну и мясо, конечно же. Вот так вот, друзья. Все гениальное просто. Казалось бы, самые простые продукты. А как это вкусно, на словах не передать. Нужно просто взять вилку. Конечно же, с Сережкиной тарелки. Кстати, задают вопросы, почему я всегда ем с твоей тарелки. Потому что, друзья, я как к самому любимому мужу накладываю в его тарелку все самое вкусное. Поэтому и пробую с нее. И тестируешь заодно. Да, мне тяжело разговаривать, честно. Берем кашку, дуем. Во. Это вкусно. Это нет слов. Ну а я пожелаю мир вашему дому, счастья, здоровья и благополучия. И вкусной, простой еды. Мудрой жены, послушных детей. Друзья мои, поверьте мне на слово, если вы приготовите кашу таким способом, вам понравится точно. Потому что это очень вкусно. Любую кашу так приготовьте. А пшеничная вкуснее всего. И перчик душистый, и лаврушечка здесь, кстати, и
Это просто. Да еще с таким салатиком. Да, пока кашу дождались, свеклу практически съели. Я съела, друзья. Сережка не очень свеклу любит, он по капусте, а мне нравится. Хрустящая, кисленькая. Все, Солнышко, приятного всем аппетита, а я пошел кушать. Давай. Свекр поделился лайфхаком, друзья, полезным советом, как открыть винтовую банку. Раньше я это делала скалкой, стучала, но это довольно-таки опасный способ. Пару банок разлетелось. Берем банку. Руки в замок. Вот, Сережка будет корректировать. Руки в замок. В замок и... А теперь сжимай. Если не щелкнуло еще раз, тогда проверни банку. Вот так, да. Может, ты сделаешь, а может Ну просто... давай я покажу. Анечка, все очень просто. Смотри, берешь руки в замок, Так, ставишь на банку есть. и вот так сжимаешь. Раз, проворачиваешь. Два. Все. Секунда дела и все, Я да? говорю, 2 раза сжимаешь, оно звук там такой издает. Да-да-да, Все, что можешь открывать. Ух ты! Благодарю за подсказку. Батя, тебе благодарочка за то, что ты подсказал идею. Угу. Ставьте лайки, друзья. Ну что, вкусно? Очень. Все, это мне на завтра. А мне? А тебе сладкого нельзя. В смысле нельзя? Ты сказал, отказываешься от сладкого. Ну хорошо.